Привет, ARMY. Прежде чем мы начнем, сделайте глубокий вдох вместе со мной. Потому что эта история не громкая. Она не драматична, как обычно бывают скандалы. Она тише. А иногда самые тихие истины причиняют самую сильную боль. Чингук не исчез без причины. Месяцами фанаты строили предположения. Некоторые винили компанию. Некоторые винили давление. Некоторые думали, что он просто устал. Но ничто из этого не было настоящей причиной. И теперь он наконец-то сказал это вслух. Причиной была не индустрия, не график, не слава. Причиной был один человек. Тэхён. И как раз когда ARMY думали, что поняли всю историю, Тэхён выступил с чем-то еще более серьезным. Секрет. Секрет, который он хранил годами. Истина настолько сильная, она объясняет, почему Чингук ушел без предупреждения и почему их связь уже никогда не была прежней. Так что оставайтесь со мной до конца. Потому что то, что произойдет дальше, изменит все, что вы думали о них. В комнате воцарилась тишина. Не мирная, не спокойная. Но такая тишина, которая давит на грудь, такая, от которой дыхание становится тяжелее, чем должно быть. Чингук сидел тихо. Ни гнева, ни горечи. Только усталость. Такая, какую видишь у человека, который слишком долго нес на себе груз и, наконец, решает его сбросить. Его глаза не были такими острыми, как обычно. Они выглядели усталыми. Мягкими. Почти хрупкими. Когда люди спрашивают, почему я ушел, медленно произнес он, едва слышно, они думают, что это было внезапно. Они думают, что это было случайностью. Он сделал паузу. Но это не так. Воздух замер. Это был один момент. Один разговор. Один человек. И тут он произнес имя. Тэхён. Просто это. Больше ничего. Но это единственное имя изменило все. Для всего мира они были неразлучны. Два голоса, идеально сливающиеся на сцене. Две тени, всегда стоящие рядом. В интервью. На концертах. За кулисами. Они смеялись вместе. Подшучивали друг над другом. Поддерживали друг друга в самые трудные дни. Для ARMY их связь казалась нерушимой. Естественной. Непринужденной. Словно что-то, что не нуждалось в объяснении. Но за закрытыми дверями что-то медленно трескалось. Тихо. Беззвучно. И в тот день оно наконец раскололось. Чингук помнит каждую деталь, комнату, свет, где стоял Тэхён, даже то, как воздух казался холоднее обычного. Это не было ссорой. Не было ни криков, ни обвинений, ни слез. И почему-то это только усугубило ситуацию. Потому что Тэхён не повышал голос. Он не звучал сердито. Он даже не звучал расстроенно. Он просто сказал что-то незначительное. Что-то простое. Но эти слова несли в себе всю тяжесть того, чего они избегали годами. И в тот момент Чингук осознал нечто ужасное. Версия их связи, в которую он верил, возможно, не совпадала с той, с которой жил Тэхён. «Я ушел», — признался Чингук, потому что не знал, как остаться после этого. «Если бы я остался, мне пришлось бы столкнуться с правдой, которую я не был готов принять». И вот тогда и начались слухи. Фанаты заметили. Они всегда это замечают. Расстояние. Отсутствие взглядов. Едва уловимое изменение энергии. Моменты, когда они раньше стояли плечом к плечу, теперь появилось пространство. Небольшая, но заметная. Достаточно, чтобы люди начали шептаться. Достаточно, чтобы ARMY задумались. Но никто не знал настоящей причины. Пока Тэхён наконец не заговорил. Когда он это сделал, это не было защитной реакцией. Это не было гневом. Это не было драматизмом. Это было искренне. Мучительно честно. «Есть кое-что, о чем я ему никогда не говорил», — тихо сказал он.
Что-то, чего я боялся, что это навсегда изменит его отношение ко мне. Годами он скрывал это. Носил это в себе. И этот секрет формировал все, насколько близко он стоял, насколько много он делился, насколько позволял Чингуку увидеть себя. «Я думал, что защищаю его», — признался Тэхён. «Но, может быть, я просто защищал себя». В тот день, когда Чингук узнал правду, ничего не взорвалось. Ничего не разбилось. Никто не плакал. Но все изменилось. Это был тот самый момент, когда молчание говорит больше, чем крик. «Вот почему он ушел», — тихо сказал Тэхён. «Не потому, что ненавидел меня, а потому, что то, что он узнал, заставило его все переосмыслить». И РМУАй по всему миру были потрясены. Потому что внезапно дело было не в расписании. Не в стрессе. Не в выгорании. Дело было в чем-то гораздо более глубоком. В правде, которая ранила слишком близко к сердцу. «Ты не понимаешь», — позже сказал Чингук. «Дело было не только в секрете. Дело было в том, что это значило для нас». Тэхён посмотрел на него, в его глазах был страх. Не страх быть разоблаченным, а страх потерять его. «Я никогда не хотел лгать тебе», — сказал он. «Я просто не знал, как сказать тебе это, не разрушив то, что у нас было». Но для Чингука этот ущерб уже был нанесен. «Мне казалось, что я единственный, кто держится», — прошептал он. «Как будто я живу в истории, которая больше не существует в реальности». И он ушел. Не громко. Не драматично. Просто тихо. Как человек, покидающий дом, который больше не кажется ему домом. Но правда. Это было не лучше. Аял. Это не был скандал. Это не был какой-то шокирующий секрет. Это был страх. Тэхён видел, как мир смотрит на них, истории, ожидания, давления. Как фанаты превратили их связь в нечто большее, тяжелее, сложнее поддающееся контролю. Он боялся, что Чингук почувствует себя в ловушке, определяемым чем-то, чего ни один из них не выбирал. Поэтому он молчал, думая, что молчание защитит их. Но молчание лишь возводило стены. И эти стены становились выше с каждым днем. Пока Чингук не перестал видеть его ясно. «Я не ушел от тебя», — сказал Чингук. «Я ушел от ощущения, что я единственный, кто остался внутри того, чем мы когда-то были». А затем он раскрыл кое-что еще. Что-то еще более личное. «Ты думаешь, я ушел из-за твоего секрета», — сказал он. Но это была не вся история. Он кое-что понял, пока его не было. Что-то болезненное. Слишком многое в его личности строилось вокруг Тэхёна. Вокруг нас. И когда Тэхён хоть немного отдалился, Чингук перестал понимать, кто он такой. «Это пугало меня больше всего», — признался он. «Поэтому я создал дистанцию, чтобы найти себя». И когда он отдалился, он ожидал, что развалится на части. Но этого не произошло. Он понял, что может быть один. «Я не говорю, что ты мне не нужен», — тихо сказал он. «Я говорю, что наконец-то понял, я не исчезну без тебя». И это изменило все. Потому что теперь их связь не была чем-то неизбежным. Она не была автоматической. Она не была гарантированной. Она стала чем-то другим. Выбором. «Я здесь не для того, чтобы прощаться», — сказал Чингук. «Я здесь, чтобы посмотреть, есть ли еще что-то, что стоит выбрать». Годами они жили в пространстве, которое никогда не было определено, слишком близко, чтобы быть далеким, слишком далеко, чтобы быть честным. Они никогда не давали ему названия. Они никогда его не выбирали. А то, что никогда не выбирают, всегда можно оставить позади. За пределами комнаты мир продолжал гудеть слухами, теориями и домыслами. Но внутри этой комнаты была только одна правда. Они оба пытались защитить что-то. И делая это, они постепенно разрушали это. Однако история еще не закончилась. Потому что решение, вернуться или идти вперед в одиночку, все еще висело между ними. И когда Чингук наконец сделает выбор, все изменится.